Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Рад видеть. Да, взаимно. Очень уж так спрессованы события, и нужно разобрать определенные, скажем так, тенденции. Вообще, конечно, вой, который слышен отовсюду, вот, Зеленский разрешит, не разрешит провести парад, всякие быковы стишки по этому поводу сочиняют, гордоны куражатся. В общем, интересно. Интересно, и это все подчеркивается еще тем, что Зеленский в стране ОДКБ. Ну, там дроны будет предлагать. Хотя на самом деле он поехал, потому что поехал Кошта, Урсула, там, Мецола, все там, все окучивают Армению. Ну, как без Зеленского? Нужны же деньги. И уже есть первая хорошая для Зеленского новости, что к этому кредиту 90 миллиардов, которые там будут давать по чайной ложке, британцы присоединятся. Ну, в общем, будут деньги, да, обсуждаться по большей части. Но сам визит в страну, где есть база России, вызывает сразу много негодований и вопросов. Как вы смотрите на вот эти предпраздничные, я имею в виду 9 мая, дни, и насколько они будут опасны и, ну, как обычно будет, вот как каждый год, да, то есть все поговорят, пошумят, нормально парад пройдет, а потом все как обычно. Или все-таки будет нечто, о котором нам говорят разные спикеры? Дело в том, что этого стоило ожидать от чиновников Евросоюза, о том, что они, понимая, что Россия отмечает 9 мая, не только Россия, а все прогрессивное человечество, День Великой Победы над фашистской Германией, планировали давно такую, знаете, преподать Российской Федерации бяку, собрать именно весь Евросоюз, включая двух вообще не участников Евросоюза. Это Зеленского и Майю Санду, вот, которые к Евросоюзу пока что имеют лишь только отношение как просящих и клянчащих, но никак не членов, полноценных членов Европейского Союза. Ну, понятно, что планы Евросоюза о том, чтобы показать, я подчеркиваю именно это слово, показать, что Евросоюз заинтересован в приеме в свои ряды Армении, не принимая Турцию. Вы понимаете, в чем здесь сейчас будет конфликт? Когда хотя бы предоставят Армении какой-то план по вступлению этой страны в Евросоюз. Как отреагирует на это Турция? Это будет еще очень большой вопрос и шлейф в международных новостях. Мне кажется, что Реджеп Таyyip Эрдоган предпримет свои какие-то демарши в отношении Европы. Вот. А он неоднократно угрожал, что Турция, являясь вот таким хабом для беженцев, может нагрузить Европу еще несколькими миллионами беженцев. Потому как война на Ближнем Востоке, ну, в Ливане, например, она ведь не прекращается. Ливанцы, которые сегодня бегут в разные стороны, особенно с юга Ливана, и в том числе, кстати, в Турцию, также являются теми гражданами ближневосточной страны, которые могут наводнить Европу. Но дело не в этом. Что касается самой Армении, здесь у меня вообще просто вот удивление, негодование, скажем, раздражение. Все это вот такой в моей душе, в моей голове коктейль таких вот чувств. И я не понимаю, зачем Армения это делает. Вот честно скажу. Ведь состояние армянской экономики аховое, просто аховое. Мало того, что Армения, да, говорят, что Пашинян хочет выйти
из СНГ, из ОДКБ. Но вначале, как говорится, было слово. Вначале нужно вначале сделать, а потом уже какие-то предпринимать конкретно шаги. Понятно, что Пашинян демонстрирует свое несогласие с многими решениями Москвы. И в частности, в первую очередь, то, что Азербайджан и Москва все-таки решили вопрос с Карабахом. Ну, получается, Пашиняна предали и Армению предали. Ну, в каком смысле предали? Ну, в Я этого прямом. не ОДКБ понимаю. не защитила Армению. Александр, ну, понимаете, я думал, что уже на журналистском, политологическом уровне все уже понимают, что Пашинян, козыряя вот этой картой, которая бита, уже не будет подниматься, потому что, во-первых, боевые действия велись не на территории Армении, это раз. Во-вторых, 30 лет Армения, захватив Нагорный Карабах, не делала его своей частью своей территории. Хотя там проживали, безусловно, армянские граждане, и в том числе, кстати, и азербайджанские. И эта тема Карабаха, она же ведь еще с 80-х годов. Армяне не принимали в свой состав, армянского государства, Нагорный Карабах. Ну и потом, простите, все-таки, если брать историческую часть вопроса, то это была Нагорно-Карабахская область Советской еще республики Азербайджан. Поэтому никто Армению не предавал. И поэтому, ведь это уже как апофеоз истории с Нагорным Карабахом, Пашинян сам признался, что это не является территорией Армении. Нагорный Карабах, это слова, прямая речь Пашиняна, не является территорией, это была ошибка Армении, как сказал премьер-министр Армении. Поэтому кто его предавал, когда его предавал? И теперь же опять вот на этом Смотрите, вопросе... здесь нужно добавить, что мирил-то их Трамп раза два. Вы помните? Алиев, Пашинян, он их Во-первых, Трамп мирил. такое же имеет отношение к примирению в Армении, с Арменией и Азербайджаном, как Трамп такое же имеет отношение к примирению Украины с Россией. Вот. Никакого отношения Трамп к этому вопросу не имеет. Он, как всегда, любит приписывать себе и вешать на стены свои шкуры неубитых медведей. Вот. Поэтому вопрос с Трампом здесь даже я не буду рассматривать. Это чисто была пиар-акция его. Он эти вещи очень любит. Ну и те, кто в теме, скажем так, я имею в виду политики, журналисты, средства массовой информации, также давно уже говорили о том, что там примазывается вот к решению этого вопроса. Вопрос решали три стороны. Армения, Азербайджан, даже 4. Российская Федерация и Турция, но никак не Трамп. Понимаете? Вот. Теперь же опять все-таки надо завершить тему с этим саммитом в Армении. Я также поражен тем, что Российская Федерация, я последние 2 дня просматриваю очень интенсивно все основные источники информационные России, вообще никак не реагируют на то, что Армения чуть ли не в объятия принимает украинского нацистского диктатора. Ну кто он такой вообще? Какое юридическое право он имеет представлять Украину, и его принимают в Армении как главу государства? Ну, Санду понятно, она президент Молдовы. Законно, незаконно, но там были выборы, фальсифицированы, это другой вопрос. Ну, Зеленский 7-й год президент. Это как это вообще? Которым он объявил себя сам.
И армяне с этим очень так спокойно, да, вот, соглашаются. Мало того, они, я понимаю, что этим своим актом поддерживают нацистскую власть. Потому что у трапа самолета, если, скажем, где-то там в европейских государствах Зеленского встречают только лишь посол, то здесь армянские чиновники вышли к трапу встречать Зеленского. И это, как правильно вы заметили, государство, которое еще находится в рядах СНГ, в рядах ОДКБ, и на территории Армении находится большая российская военная база. То есть речь идет о том, что Армения России, Россия находится в военном сотрудничестве. Ведь территорию государства под военную базу не просто так получить. То есть это было решение армянской стороны еще очень-очень давно принято. И до сих пор даже Пашинян никогда не поднимал вопрос о том, чтобы вывести российские войска с территории Армении. Именно в той части, где они арендуют эту площадь территории под военную базу. И это возмущает до нельзя, потому что это граничит с алогичностью какой-то действий, во-первых, со стороны России в первую очередь. Ну почему, скажем, российская сторона это проглотила, не выражает никакой даже дипломатической ноты по этому поводу? Ну и как-то вот так, знаете, все это проходит в каком-то таком тумане. Тумане. Вот приблизительно точно так же ведет себя господин Пашинян, как ведет себя господин Токаев. Вот то же самое все. Он встречается с Зеленским, он с ним говорит на английском языке, понимаете? Вот. Хотя тоже Казахстан является ближайшим, так сказать, ближайшей стороной, прежде всего, к Российской Федерации. Потому что есть огромные торгово-экономические отношения, масса договоренностей, подписанных не только в этой области, но и в том числе, кстати, и в военной. И надо не забывать, что в 2020 году по просьбе Токаева, когда там случился государственный переворот, была его попытка, российская сторона оказала помощь Казахстану в подавлении этих волнений. Но опять же, я еще раз говорю, происходит какое-то что-то невообразимое, а какая-то все это граничит с потерей вообще элементарной логики действий некоторых государств, от тех, о которых я сказал. Ну, получается, что можно предположить, что это предвестник того, что все заканчивается, я имею в виду война, договорничком, вполне вероятно, разве нет? Я так не думаю, конечно. Вот трудно понять, очень трудно понять на сегодняшний день позицию Кремля. Очень трудно понять. Есть, конечно, отдельные заявления главы российского государства. Они очень четкие. И я не думаю, что Владимир Путин их говорит просто так для красного словца. Потому как это тот политик, который отвечает за свои слова. Ну, я это говорю, так сказать, с тем глубоким пониманием того, что я уже неоднократно слышал, и оно выполнялось. И когда Путин говорит о том, что, и в том числе его пресс-секретарь Дмитрий Песков, что задачи СВО никто не отменял, и то, что какими темпами идет совершенствование тактики и стратегии российских войск, в том числе, в частности, по беспилотным системам, это говорит о том, что никто не собирается о чем-то договариваться. А возьмите даже попытку, скажем, опять же, завязать разговор вокруг Украины в недавних телефонных переговорах Трампа и Путина. Там как бы ничего не получилось. Вот абсолютно. И о том, что, опять же, в средствах массовой информации, особенно западных,
разворачивалась мысль о том, что якобы Путин уже готов встретиться с Зеленским, а Зеленский готов встретиться с Путиным. Но опять же, это всего лишь нам всего говорили. Никто не подтверждает конкретно эти решения, так называемые. Поэтому договорничок, не знаю, я все-таки полагаю, все-таки, что вот этот шабаш европейский в Армении и прибытие туда, ну, откровенных врагов Российской Федерации, да, это провокационная вещь вообще-то. Она не имеет никакой позитивной, разрушающей силы для отношений между Арменией и Россией. Ну, абсолютно, поверьте мне. А это, да, вот для того, чтобы... Ведь большая мечта Запада была и есть разрушать Россию изнутри. Потому как на сегодня, если посмотреть многие информационные ленты в интернете, российские граждане ропщут по этому поводу. Серьезно ропщут. То же самое, так же, как говорят, как и я. Но надо всегда предполагать конечную цель. Мы многого не знаем и не можем знать. То, что, как говорят сейчас, очень модно творится в башнях Кремля. Но то, что Путин никогда из-за такой провокационной попытки, ну, будем так говорить, переманить Армению в иной лагерь, будет разрушать с Арменией свои отношения, поверьте мне, у армян есть очень много мозолей, на которые может наступить Владимир Путин. И это будет очень больно для армян. Потому как, сами понимаете, ее окружают, Армению, очень много конкретных врагов. Конкретных врагов. И единственное спасение в поддержании внутренней стабильности армянского государства, социальной стабильности, защите от внешних врагов, это все-таки является российская армия. Как ни крути. Ну, тут тоже, видите, как момент же идет достаточно, ну, вот что поражает и что удивляет, да, то, что российская база, российские системы ПВО, российские военные, а каким бы он ни был там просроченным, но верховный главнокомандующий страны, с которой идет война, спокойно прилетает, приземляется и так далее. То есть, значит, то ли дали добро, то ли даже не спросили. Вот в чем как бы возникает такой очень тонкий подтекст. Но тут же другое. Прилетели дроны, полетели по Москве, и прилет в дом в Бутово. Причем дом жилой, удар, понятно, да, то есть сразу украинские паблики кричат, российское ПВО не справилось, хотя стягивает все, что можно к параду 9 мая в Москве. У меня простой вопрос. Вот если смоделировать, вот сейчас просто несется ужас, что с этим парадом. Ну вот давайте предположим, там не дадут провести парад. Или, например, там парад проведут так, как задумали, но в этот момент будут лететь дроны, вот эти все, которые говорят. Понятно, их там собьют, возможно, там сократят, что-то как-то организационные моменты подправят. Что тогда? А вот что дальше? Вот мне, к большому, наверное, там, ну, в общем, мне стыдно, знаете, о том, что никто не думает на следующие шаги. Ну, тогда дальше логично, что все встречи международные делегации, которые там каждые выходные, каждый день прилетают в Киев, теперь, в общем, столицу надо переносить во Львов, понимаете? То есть это логичный ответ. То есть потому что на параде тоже гости, потому что парад, это все равно мероприятие. Моя версия, что все-таки это по большей части какая-то, ну, хуцпа, какие-то просто эмоции. Скорее всего, парад нормально проведут, будут стрелять до, будут стрелять после, но, собственно, как бы для того, чтобы показать, что вот смотрите, у нас такая длинная рука. Или я ошибаюсь, или все поменялось с моментом, когда откровенно Зеленский футболит Трампа, Духан Кориджа и все остальные, скажем так, попытки договориться Кушнера и Уиткофа так и нет в столице. Значит, ну не говорят, мы ждем. Ну так обещанного полгода можно ждать. Ну, дело в том, что никогда Россия с 2000 года, именно с этого периода, я считаю,
никогда не шла на поводу у каких-то событий, которые навязывали с Запада. То есть в этом плане российское руководство очень последовательно. И парад Победы, он состоится, в этом даже нет никаких сомнений. Заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что, возможно, будет сокращено прохождение боевой техники и пролет, полномасштабный пролет над Москвой авиации с самолетов ВКС. Вот. Возможно. Но, опять же, все зависит от обстановки. Но парад будет. Будет. И на нем будут присутствовать даже иностранные гости, пусть даже не в большом составе, но будут. Такие, например, как президент Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ну и так далее. Поэтому это событие, которое отменить нельзя. Я думаю, что средства противовоздушной обороны Москвы будут действительно в полной боевой готовности в этот день. И если что-либо произойдет, конечно, мало того, что средства противовоздушной обороны, я считаю, Российской Федерации способны сбивать любые цели, но ответочка, которая прилетит по Киеву уже 10 мая, к примеру, да, она будет серьезной. Нужно ли это Киеву? Я думаю, что да. Потому как на сегодня, опять же, понять логику действий Зеленского и его комарильи очень сложно. Особенно, что касается состояния украинских граждан, в котором они живут сегодня, и не только в Киеве. Теперь, что касается такого момента, как о чем вы упомянули, что, мол, чего ждать, какие планы, ну и так далее. Ну, планы одни. Вы посмотрите, сегодня в Сумах граждане Украины, сумчане, массово покидают город. Я буквально позавчера я связывался с людьми, которые в курсе этих событий, и сумчане в основной своей массе бегут в Харьков, потому как там линия обороны покрепче. Так Харьков Вот. ближе, чем Сумы, к границе. Ну, не знаю. Говорят, что в Харьков все-таки больше передвигаются. А Сумская линия обороны практически отсутствует. И, скажем, перерезание логистики в Сумской области для этого города говорит о том, что его будут брать. И я и раньше об этом говорил. Это опять же, по логике войны, это нормально. Это нормально. А иначе, как говорят, нам удачи не видать. И это направление наиболее короткое к Киеву. Ходят также не проверенные, но ходят слухи о том, что группировка войск, российских войск в Белоруссии в тот момент, когда решится вопрос с Харьковом, с Сумами, опять же перейдет в наступление с севера на Украину. Но опять же, это не подтвержденные слухи, я не могу за них ручаться, но опять же, логика войны, логика действия Российской Федерации говорит о том, что это логично, и так может быть. Начинать наступление с двух сторон, для того, чтобы распылить украинские силы. И на сегодняшний день, вот с 27-го, опять же, движение по фронту есть, с 27 по 4 мая освобождено 10 населенных пунктов. Опять же, это Сумская, Харьковская область и Донецкая Народная Республика. Поэтому вот эти вот атаки, я, так сказать, уже хочу подвести черту под 9 мая и парадом. Атаки на Москву, атаки на Ленинградскую область, атаки на Санкт-Петербург. Вот сейчас очень мощно об этом заговорили финны, что они, мол, будут поддерживать прохождение, скажем, украинских беспилотников
вот, и как бы прикрывать их. Вот. Ну, посмотрим, как у них это получится. Но все эти атаки, я подчеркиваю, равносильны укусу комара для слона или медведя. Давайте будем так образно говорить. Медведя. Слон у нас в Соединенных Штатах. И эти укусы комара, даже 4 атаки на Туапсе, где была сконцентрирована нефть, на экспорт, причем на экспорт в Европу. Они даже не разбирают, вот эти идиоты, которые сидят на Банковой, куда они бьют. И то, что задержка, экспорт все равно состоится российской нефти. Но это будет, конечно, задержка. Они подводят своих европейских коллег в поставках нефти, энергоресурсов. Поэтому такое мощное государство, как Российская Федерация, подвергаясь даже вот этим многочисленным на сегодняшний день, это порядка уже 300-400 беспилотников украинских, которые пытаются разрушить какую-то инфраструктуру в Брянской области, в Белгородской, там, на юге, в Краснодарском крае. Но это не имеет большого стратегического эффекта, я бы так сказал. Ну что для России? Да, эту встряску получают, опять же, граждане Российской Федерации. Это серьезный стресс для граждан, проживающих в этих регионах. Но опять же, здесь Запад, и в том числе украинская сторона, рассчитывает на то, что там начнутся какие-либо волнения населения. Вот эта вот пресловутая Боня, собачка эта, с этой кличкой, купленная, безусловно, Ходорковским и его движением, вот, безусловно, являлась вот этим триггером, говорящим о том, что Туапсе – это все, это крах России. Но нифига не получилось, понимаете? Даже и она уже удалила вот это свое обращение к Путину, потому как получила не только одобрямс там, ну, нескольких миллионов российских граждан, но гораздо больше возмущение выразили российские граждане в несколько десятков миллионов по поводу вот этого заявления идиотского, еще раз говорю, пролоббированного и профинансированного теми либеральными кругами, которые сегодня находятся за границей и пытаются расшатать путинский режим. Но не получается, вот как-то Ну, никак. смотрите, тут же как тут тоже можно. Ну, вот там Пашинян принимает Зеленского, дроны летят по Москве, бьют по Туапсе, Эстония пропускает уже открыто, финны на очереди пропускать открыто дроны через свою воздушную территорию. Ну, собственно, и это все как бы в комплексе и толкает людей к тому, что елки-палки, такая, что давайте уже заканчивать. Сегодня интересный материал вышел в РБК Украина, там пообщались, ну, опять-таки, сейчас после вот этого Миндич-гейта, скандалов, ну, это просто цирк. Там сейчас сегодня Железняк опубликовал еще там один фрагмент пленок, где Цукерман, там они там назначают, ну, в общем, там человек, и говорит, он будет предан тебе как собака, как немецкая овчарка. То есть все это вокруг этого крутится. Поэтому я очень так достаточно скептически отношусь к такого рода материалам, где источник является некто в президентском окружении. И вот по мотивам разговора с этим источником было сказано, что была попытка заставить Украину отдать самой территории. Ну, понятно, что речь идет о Донбассе прежде всего, но на это не пошла Украина. Значит, евроинтеграция станет там частью, если вдруг частью большой вот этой сделки, то тогда процессы пойдут быстрее, хотя сегодня материалы и французы пишут, и все, что не-не-не, ребята, то есть Европа будет далеко, это на фоне вот этого саммита с Пашиняном. Значит, намекают, что Зеленский пойдет на выборы, все-таки он принял для себя это решение, и говорят, что тоже очень интересная формулировка, что, в общем, задача убрать ТЦК с улиц, была такая идея у Федорова.
ну, там, применив инструменты рабства вот этого цифрового, да, то есть там, что ты ничего не можешь, там, ты все равно должен прийти в это ТЦК. В общем, переложить функции ТЦК на полицию, на Банковой как бы вот не нашли понимания этого процесса. И вместе с этим мы видим определенный, ну, прям какой-то вал, я бы сказал, случаев, когда бронированный, не бронированный, даже бывший пленный получает по почкам в нос от ТЦК, ну и, собственно, это все продолжается по всей стране. И параллельно с этим в Ивано-Франковске, одесситы, кстати, пишут, ну, мне пишут и в соцсетях говорят, кто еще? Ну, львовяне, да, я видел, тоже там публиковали материалы о том, что прям какими группками, стайками все больше и больше людей, похожих на индусов. Ну, таких темненьких, смугленьких, приходят, так сказать, работать. Кто-то в ЖК убирает, кто-то еще где-то. Получается, люди прозревают от этого всего. ТЦК с улиц не убирают. Случаев все больше и больше, когда применяется оружие, да, там стреляют в воздух уже немножко активнее начали хвататься за пистолет правоохранительные и ТЦКшные органы. И все это вкупе, ну вот, складывается определенная другая картина. И вот если сравнить сейчас, например, определенные, ну, вы говорите, комариные укусы, можно с вами не согласиться, ну, допустим, комплекс ударов и уколов российской стороны и комплекс вызовов, которые сейчас в Украине. Если их сравнить, ну, как бы, чего ждать в дальнейшем, да, кто как выглядит в этом противостоянии, если мы переходим в весенне-летнюю кампанию, мы уже перешли, и все будет далее ожесточенно на фронте продвигаться и дальше. Ну, я не понимаю, во-первых, вопроса, который вы Ну, огласили. стороны сравните. Нет, я не об Комплексные этом. удары по... Александр, я не об этом. Я говорю о том, что вы упомянули, что многие уже говорят, что пора заканчивать. Послушайте, как заканчивать? Вот меня больше всего волнует это практическая сторона. Вот как заканчивать? И кто с какой стороны должен заканчивать? Ну, Ну, вот, Зеленский говорит, что Путин заканчивал. а как он должен заканчивать? Ну, по Ну, словам даже того же Зеленского. стоим, где стоим, по линии фронта. Нет, Зеленский так не говорит. Зеленский говорит, стоим, где стоим, это наш принцип. Нет, он так не говорит. Он говорит по-разному. Но его главное требование – вывод войск российских. Вот что он говорит. Теперь второй момент, который... То есть, никто не знает, как заканчивать, но все об этом твердят. Твердят лишь для того, чтобы пропиариться. Вот. Кстати, российская сторона, чтобы заканчивать, об этом говорит очень поверхностно и формально. Особенно, что касается ДНР. Потому что прекрасно в России представляют, что Зеленский не пойдет ни на какой добровольный вывод в ВСУ из тех оставшихся маленького пятачка Донецкой Народной Республики, а значит и Лавров и Путин заявляют о том, что продолжать военную операцию в ДНР будет целесообразно. Поэтому Россия не собирается ничего заканчивать. Вот надо себе это усвоить плотно и четко. Не надо об этом, как говорится, сильно распространяться, потому что начинаешь глупо выглядеть. Теперь, что касается украинской стороны. Как она хочет заканчивать? Вот это меня больше всего смешит, я бы так сказал. Ну, если вы хотите заканчивать, значит, надо о чем-то договориться тогда. То есть, делайте основной упор на переговоры, если вы хотите заканчивать. Причем переговоры не просто бла-бла-бла, вот это, приехали там, покрутились перед телекамерами в камуфляже и уехали, пропиарившись. А с точки зрения, скажем, ну, компромиссов, Украина сегодня должна идти на компромиссы, не отстаивать свою такую, знаете, боксерскую позицию в стойке. Это бесполезно. Украина нищая, не имеющая своей собственной экономики, вооружений страна, которая терпит поражение везде, по всем, как говорится, каналам. Поэтому нужно идти на компромиссы, чтобы сохранить хотя бы то, что еще существует.
Я имею в виду территориально. Но никто не собирается идти на компромиссы в этой украинской власти. Мало того, даже если вы хотите заканчивать в Киеве, как говорят, да, а зачем вам ТЦК? А зачем вам ТЦК? Договаривайтесь бог с ним, стоим, где стоим. Даже так я допускаю, бог с ним. Хотя на это Россия не согласится. Но тем не менее, как вариант. А зачем вам ТЦК? Если у вас на сегодня, ну, по некоторым данным, никто их не проверяет, 800-тысячная армия. Куда вам еще дальше? И та голодная, раздетая, разутая, нищенское существование влачит эта армия. До конца, как говорится, неукомплектованная, потому что на восточном направлении стягивать все, что есть, нет смысла. Потому как, я еще раз повторяю, существует еще опасный юг и опасный север. Так кто хочет заканчивать и как? Ну вот смотрите, Поэтому тоже ведь маркер. этот тезис, Саша, я отметаю напрочь. Тоже ведь маркер. Зеленскому заканчивать нет смысла, потому что это, и повторяю, и повторял, это его питательная среда. Вот. Деньги, Франклины в зрачках его мелькают постоянно, с кем бы он ни встречался. А российская сторона привержена к тому, чтобы, ну, давайте будем говорить откровенно, сокрушить нацистский режим в Украине. Независимо от того, какая ее часть будет поглощена. И будет ли Украина украинским федеральным Постойте. округом России. Так по режиму никто не стреляет. Ну, Юрий Анатольевич. Вот это меня и беспокоит. Так, ну а понимаете? какой режим? Ну, стреляют вот в Мереху. Вот это меня сегодня беспокоит. в Мереху прилетело там 2 или 3 погибших, 8 раненых, понимаете? Ну, там Днепр вот этот мы видим утюжат. Вот эти дроны по Одессе куда-то стреляют, понимаете? Где-то какие-то сбиваются с курса, где-то какие-то не сбиваются, где-то промахиваются, где-то попадают, но нам не говорят, понимаете? Ну, то есть, я не буду говорить, что там все там без толку, но по режиму-то не стреляют. Вот, понимаете? Согласен с вами. Вот здесь я согласен. Вот сейчас как говорится, по мне, уже давно должны были быть уничтожены все пункты принятия решений. И те лица, которые находятся в этих пунктах. Как это сделал, например, Израиль в отношении Ирана. Почему Израиль никто не осуждает за это? Хотя Иран никогда не провоцировал войну с Израилем. Да, были громкие заявления, были провокационные заявления, но силовым методом Иран не пытался никогда нападать на Израиль. Но там вся верхушка была истреблена и с помощью США, и с помощью Израиля. И никто в мире это не осуждает. Почему Российская Федерация не занимается подобными методами уничтожения, для меня тоже загадка. Ну вот сидит в Ереване Зеленский, цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники, это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде, и украинские дроны могут также пролететь на этом параде». Это его прямая речь на выступлении на английском, да, вот выступает перед... Ну вот мне вот интересно, то есть я так понимаю, что вместо того, чтобы поддержать идею перемирия, ну там скажут, давайте 9-го, ну у нас типа 8-го, там мы же как в Европе, давайте 8-го и 9-го, давайте там 7-го, 8-го, 10-го, ну вот, например, да, то есть на Пасху уже было перемирие, вот давайте немножко там один день, сделаем 2 дня, сделаем там 3 дня. Мы слышим от Зеленского, что дроны могут пролететь. Но мне тут интересно другой момент. Дроны над Москвой. А он что, не знает, что дроны летят? То есть он ими не руководит? Что значит могут пролететь? Как-то, знаете, то есть ты уже говорили, пролетят, то есть конкретно будем бить или не будем бить, то есть мы приверженцы перемирия. Зеленский принимает решение, куда летят дроны? Зеленский принимает только решение, как кому отстегнуть в Евросоюзе. Вот здесь он принимает решение. Вместе со своими Миндичами и другими. Понимаете? Принимал и принимает до сих пор. И вот эти записи НАБУ, которые недавно были опубликованы, очень четко об этом говорят. Заметьте,
что со стороны Зеленского никаких опровержений не прозвучало. Уже несколько дней эта тема будоражит общественность, да, Он но молчит. никаких абсолютно. То есть тишина полнейшая. Теперь, что касается, опять же, вот этой пикировки дронами, да, и опять же, я говорю, что надо смотреть на, Александр, на то, что творится на передовой. И сравнивать потенциалы. Вот почему-то никто не принимает во внимание, ну даже если, еще раз говорю, есть какие-то ощутимые удары по западу России. Ну, пусть даже там долетают, не долетают до Московской области эти дроны. Это ведь не влияет на мощь России. Ну, никак. А вот когда Российская Федерация уничтожает все ТЭЦ на Украине, и вся страна погружается во тьму, вот это показатель того, кто на кого может влиять. Понимаете? Вот это, еще раз говорю, количество дронов. Да, раньше там были десятки, украинцы запускали ВСУ. Теперь сотни запускают этих дронов. Я думаю, что не покривлю душой, скажу, что будут и тысячи. Будут и тысячи. Сегодня вот есть такой тезис, он рожден уже в средствах массовой информации, во всех абсолютно, что сегодня меч преобладает над щитом. И это было, кстати, неоднократно. Вот эта постоянная борьба средств наступательных и оборонительных, совершенствование обороны и совершенствование наступательных средств, это была всегда вот таким на острие всех вооруженных конфликтов, которые были многие-многие века. Сегодня, опять же, меч преобладает над щитом. Сегодня ни у Украины нет подобных вещей, обороны эффективных, и не может быть, потому что там не существует никаких ресурсов, ни финансовых, ни экономических. Вот. И в Российской Федерации тоже сегодня очень интенсивно разрабатываются подобные системы. Но для этого нужно время. Понятно, что может быть еще год, может быть 1,5 года. Вот это преобладание меча над щитом, оно будет существенным. Существенным с точки зрения атак, но не существенным с точки зрения поражающей силы. Ведь, смотрите, ведь украинские дроны бьют, опять же, вы сами об этом сказали, по жилым домам. Ну, какой смысл бить по жилым домам? Ну да, есть и Нет, те смотрите. дроны, которые поражают нефтянку. Давайте так. Но Залетают российская они сторона, в когда дома. ведет огонь, Российские. она же ведет огонь Подождите. по военным Ну объектам. так, а мы ж не... По военным объектам в Москве, наверное, стреляли. Подождите. Ну, тут и там дроны влетают в дома. Ну, это А вам объективная известны картина. факты, где поражены на территории России военные объекты? А вам Я известны не факты, знаю таких где на фактов. территории Украины поражены военные объекты? Повсеместно. Повсеместно. Нет, ну подождите. Начиная с Яворова, Львовской области, и заканчивая Харьковом значит, Славянском. Понимаете? Повсеместно поражаются военные объекты Я просто к чему? украинские. Я к тому, что никто не скажет об этом, понимаете? То есть сторона, которая приняла этот удар, она Да, не скажет, господи, ну что почитайте украинские СМИ. полетели. Они же сами говорят о том, что поражающие элементы, дроны, поражают и склады с боеприпасами, и эшелоны, и даже тяговую силу железнодорожную. Тепловозы поражают сегодня российские дроны. Как раз тот фактор, который единственный существует в транспортной и логистической системе Украины. Потому как скоро уже, я еще раз говорю, это не так далеко от этого находится Украина. Все корабли, которые будут идти по Черному морю и заходить в Одесский порт, они будут топиться. Их будут топить россияне, потому что на них переводится оружие, а не там какое-то зерно. Поэтому об этом речь идет Об этом постоянно в долго, российских СМИ. речь идет, но никто этого Да. не делает. Буквально единичные случаи мы видели, когда там Я не били. знаю, что вы именно, какой информацией пользуетесь. Я читаю украинские СМИ и любые.
где говорится о том, что россияне регулярно поражают военные объекты. Даже те объекты, которые были гражданскими, ну, например, склады крупных торговых центров, где скапливалась военная техника, бронемашины и так далее. Нет, Даже они смотрите, поражали. вопрос в другом, что и одна, и другая сторона дроны влетают в жилые дома. Ну, бесспорно. То есть то ли под воздействием, то ли там по ошибке, то ли из-за рэба, то ли еще из-за чего-то. То есть тут дело-то не в этом. Дело в другом. Мы действительно не можем оценить масштаб, потому что, ну, как бы 300 с чем-то дронов летело, понимаете, вот по Ленинградской области. Ну, и по Приморску и так далее. Но опять-таки, россияне говорят, сбили все. Так Украина тоже говорит, что сбили все. Просто вот этот щит и меч, когда он придет в равенство, вот же в чем главный вопрос. Коломойский говорит, Александр, что 3 года еще будет война. вот это Верите очень важный Коломойскому? момент. Украина говорит, что сбила все, и Россия говорят, что сбила Да? все. А у России есть какой-то энергетический дефицит? Может быть, население сидит сутками без света в Российской Федерации. Может, там нет горячей воды. Может, там не работают тепловые электростанции. Вот как раз все это у России, у Украины не работает. Уже не работает. И восстановлению, как говорят многие специалисты, вы их знаете, в области энергетики, восстановлению эти объекты уже не подлежат. Так простите, о какой равной степени можно говорить на эту тему? Вот как раз Российская Федерация в этом достигла наибольших успехов. А украинская сторона, ну вы же сами понимаете, 300 тысяч квадратных километров, или даже, простите, 600 тысяч квадратных километров, еще до войны, которыми обладает Украина, это не 17 миллионов квадратных километров, где любое предприятие можно перебазировать, совершенствовать, переоборудовать, чтобы оно работало не только на оборону, но и на гражданскую инфраструктуру. А в Ленинградской области энергетика работает, в Московской тем более. Даже в Белгородской есть свет. Ну, Да, так и в Киеве есть свет. там есть перебои, да. Но на сегодняшний день Российская Федерация не испытывает дефицита энергетики. Вот что самое главное. 3 года, говорит Коломойский, повоюем. Повоюем 3 года? Коломойский? Конечно. А он где находится? По судам ходит, в СИЗО сидит. Вот. А ему, очевидно, шепчут надзиратели, да, что еще 3 года. Ну, смешно, честное слово. Я вообще рассчитываю на 10 лет. Ну, это так, скажем так, откровенность за откровенность, понимаете? Потому как, ну, говорил и говорю, что Россия 10 лет выдержит. А вот выдержит ли Украина 10 лет этой войны? И выдержит ли Европа 10 лет этой войны, выдавая все свои ресурсы, которые уже на исходе, украинской стороне, которые не просто там расходуются на оборону, на войну, они же в основном расходуются на взятки европейским чиновникам. Вы думаете, чего они приезжают в Киев? И причем уезжают из Киева, не подписав никаких документов. О чем они говорили? Приезжала эта Кая Каллас. Ну и что она решила? Она сообщила Зеленскому, что, видите ли, будет задержка с деньгами. Но я думаю, что ей отвалили там с собой 2 миллиона или там сколько-нибудь. Но эти деньги не идут целевым назначением на войну для Украины. И выдержит ли еще, ну пусть даже 3 года, о которых вы говорите, Европа эту дистанцию, у меня очень большие сомнения. Поляки, например, словаки, венгры, они вообще сказали, что они вот в этом вот варианте снабжения финансами Украины участвовать не собираются. А ведь эти деньги не просто взяты непосредственно из бюджетов европейских государств, это кредиты. Потому что в Европе сегодня лишних денег нет. Европейские страны, ФРГ, Италия, Испания, они набрали кредитов
в Мировом банке. Вот эти 90 миллиардов. И потом сколько это отразится по выдаче, по погашению этих кредитов на самом населении европейских государств, это еще никто не знает. Никто же не говорит об этих процентах, которые будут должны платить европейские страны по этим кредитам. Поэтому решение такого сиюминутного вопроса, которое предприняла Урсула, набрав этих кредитов как жаба мулу, понимаете, это бич будет для Европы. А Украина вообще ничего не собирается отдавать. Кто Украину обязывает, в какой речи, в каких докладах, в каких справках, что эта Украина берет тоже под займ какой-то эти деньги? Нет. Все любят употреблять слово «помощь», «допомога». Ну и все. Допомога так допомога. Финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, Юрий Анатольевич. В своем вот этом выступлении в Ереване Зеленский, среди прочего, да, говорит очень важный, кстати, важный месседж, вокруг которого пляшут и крутятся многие, что Европа должна получить место за столом переговоров. Интересная тема, если так ее, ну так, осмыслить, да. Ведь правда, Путин с Трампом договаривается и упоминает об этом перемирии на прошлой неделе. Значит, а Европа как бы вот в стороне. Так может, вся вот эта история и заключается в том, что если Россия, условно, пойдет навстречу Европе, они с ними договорятся, а Зеленский станет третьим лишним, собственно, все и закончится. Но тут момент очень важный. А с кем в Европе договариваться? Вот тут же такой момент. Понимаете, с отдельными странами, с отдельными лидерами, Британия это же не Европа, ну так формально. С Урсулой надо договариваться о мире. Вот Европа должна занять место за столом переговоров. Окей, кто? Ну, что? То есть страна какая-то или вот эта бюрократическая надстройка. И, наверное, вот в этом я вот узреваю и подозреваю, наверное, вы об этом скажете, что в этом-то и задача такая, чтобы никаких переговоров не было, потому что непонятно, с кем говорить. Ну и, собственно, Саша, так и будет длиться дальше. Заявляя о том, что Европа должна участвовать в переговорах, вы же, я думаю, тоже слышали о том, что с европейской стороны, со стороны Евросоюза, ведь звучат не предложения Российской Федерации, а ультиматумы. А как мы знаем, и это уже давно доказано, Россия не приемлет ультиматумов. И когда та же Кая Каллас говорит о том, что мы должны усадить Россию за стол переговоров и навязать ей свои требования, она говорит об этом открытым текстом. Она не завуалированно говорит, открытым текстом. Россия должна выполнить условия Евросоюза. То какие к черту переговоры? Потом вы упомянули, что Трамп договаривается с Путиным. О чем? Да, они разговаривают, бесспорно. Я бы даже сказал, они являются приятелями. Они являются приятелями в политике. Они смотрят приблизительно одинаково на какие-то вещи. Но каждый лидер отстаивает интересы своей страны. Разве Трамп договорился с Путиным о том, что он прекращает снабжать ВСУ разведданными, к примеру? Разве Трамп договорился с Путиным о том, что он лишает ВСУ связи через Starlink? Нет. Разве Трамп договорился с Путиным о том, что он свернет к чертовой матери бошку Евросоюзу и перестанет продавать Евросоюзу для Украины вооружения американские? Трамп Нет, может? конечно. Нет. Может. Он может это сделать. Он может. Но он этого не сделал. Так он не Он может... мог даже это сделать раньше. Он не Раньше может с еще Ираном мог. решить вопрос. Сейчас он объявил, какие-то будут конвои, сейчас уже первая стрелкотня идет, там атакуются суда в этом Ормузском. Он даже здесь не может определиться. То есть или мы силовым образом пробиваем вот этот Ормузский пролив, ну, в той
ситуации, которая сейчас. Или что мы? Или мы отползаем. То есть, Ну, Александр, война понимаете, на какая... Украине и конфликт в Армузском проливе – это разные вещи абсолютно. Нет, я с вами согласен. Я То, к что чему? Трамп переиграл опять эту тему, да, как с победами всеми, что он блокирует Армузский пролив, но это чушь собачья. Аббас Аракчи, вчера встречавшись с Владимиром Путиным, сказал, что блокада Армузского пролива – это инициатива Ирана, и она будет продолжаться. Вот все. И отправили в Соединенные Штаты, в Вашингтон, свои опять 14 предложений. Как, скажем, минимизировать потери. А Трамп настроен для того, чтобы атаковать Армузский. Но для этого ему надо взять 5 островов в Армузском проливе, прежде чем его разблокировать. А эти острова находятся очень мощно под контролем Ирана. Там находятся нефтяные хабы, в том числе на острове Харк. Поэтому, а раз он будет эти острова брать силой, значит, будут колоссальные потери. Это ему не нужно. Это ему не нужно. Поэтому здесь идет такая, знаете, пинг-понг такой, игра такая идет. Но, как вчера отметил Владимир Путин, что иранский народ ведет себя очень мужественно. И опять же, рассчитывая на внутренний взрыв, который, кстати, до сих пор не исчез, а по-прежнему на Западе и в США рассчитывают, что иранскому народу, кстати, многонациональному народу, что ему это надоест, и они, мол, снесут сами этот режим. Да ни черта подобного, ребята. Вы плохо знаете персов, вы плохо знаете историю Персии, тысячелетнюю историю, 10-тысячелетнюю. Вот, поэтому у Соединенных Штатов, как сказал правильно король Карл, выступая перед Конгрессом, Соединенным Штатам 250 лет, как он сказал. А в Британии это говорят, об этом сроке говорят на днях. Понимаете? Поэтому что такое Персия и что такое Соединенные Штаты с точки зрения традиций, обычаев, сплочения. Ну и потом не забывайте, что Иран за многие десятилетия нарастил такой жирок себе неплохой, который спрятал этот жирок в подземные туннели на десятки, сотни километров под землей. И он их сегодня очень оригинально и эффективно использует. И я считаю, что у иранцев есть еще очень большой потенциал. Опять же, все, что говорит Трамп об уничтожении ВВС Ирана, флота и так далее, ну, это, опять же, больше рассчитано на какую-то пропагандистскую шумиху. А на самом-то деле у Ирана очень большой еще есть потенциал, в том числе и ядерный. И от ядерной своей программы он никогда не откажется. Об этом, опять же, министр иностранных дел Ирана заявил, находясь в Москве. Никогда. Это неприемлемое условие США. Поэтому здесь посмотрим, как время пойдет, кто кого. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время, мысли и с наступающим праздником Победы. Всего вам доброго, с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Берегите себя, друзья. Всем добра и света. Увидимся.